Всем привет! Когда путешествуешь по Франции, очень часто встречаются маленькие городки или деревушки прямо на вершине горы. И это так романтично выглядит, что всегда хочется заглянуть внутрь и посмотреть, как живут люди в таких необычных местах. И вот представился случай. Решили мы заглянуть в такую деревушку – Сантанье. И так она хорошо была описана в интернете, прямо лучшая из деревень, высоко в горах, в нескольких километрах от Ментона. Ну вот и поехали. К ней ведет настолько узкая серпантинная дорога, что в некоторых местах машинам очень трудно разъехаться. Поскольку деревня находится на самой верхотуре, то тут очень часто дует сильный ветер. Тоже мало приятного. Ну а что же сама деревня? Да просто ничего. Пустая деревушка, даже туристов мало. Смотреть практически нечего. Есть подобие ботанического сада, развалины старой крепости. Живет в ней всего 100 человек. Появилась эта деревушка еще в 12 веке. Есть красивая легенда о том, как молодая и красивая римская принцесса Аньес спряталась от жуткой грозы в одном гроте. Кстати, легенда умалчивает о том, что же делала одна в этих местах молодая и красивая девушка. Выйдя сухой из воды, то есть целой и невредимой, она распорядилась построить в этом месте часовню своей покровительнице, чтобы отблагодарить ее за спасение. С тех пор место стало называться в честь святой Аньесы. Судя по историческим данным, эта деревушка имела важное стратегическое значение как во времена Людовика XIV, так и во времена Второй мировой войны. Может быть и так. Но сказать честно, в настоящее время особого интереса она не представляет.